Hi everyone, с вами Ева Лорман, и я буду сегодня за кадром, буду комментировать работу, которую я вам покажу. Я сейчас буду делать стрижку коры на удлинение на клиенте, которая является моей младшей дочерью Есенией. Она у меня была с длинными достаточно волосами, отрастила их, хотела себе длинные волосы, хотела стать блондинкой. И, в общем, уговорила меня в свое время покрасить ее, я ее покрасила, мы уже находились блондинками, уже надоело нам ходить в блондинках, и волосы длинные как бы нам уже не стали так интересны. То есть она всегда была у меня с каре, и вдруг потом решила, что хочет отпускать. Ну, в общем, я ей делаю сейчас каре на удлинение без градуировки и без филировки. У нее достаточно, ну, так скажем, не сильно густые, средней густоты волосы, не жесткие, не мягкие, такие средние волосы. И в сухом состоянии они прямые. И что я сейчас ей делаю? Я в П-образном проборе стригу прямую линию именно на затылочной зоне. Как только заканчивается у меня зона окантовки именно с краевой линии роста волос по бокам, с этих мест я начинаю удлинять эту стрижку. То есть сзади идет практически ровный срез, который я сейчас сделала как черновой, а затем я его дорабатываю уже в свободном падении. На руках делаю ему направление именно параллельно горизонту. После того, как я уже, кстати говоря, так как камера сбоку, я, конечно, блин, тут запарилась, если честно, вводить этот горизонт, но других вариантов у меня не было. Пришлось выпендриваться, выкруживаться именно так. Если бы я стояла перед клиентом, то есть вместо камеры я бы стояла, то этот процесс бы занял бы совсем другое время. Я бы гораздо быстрее ее подстригла, а так пришлось тут прыгать вокруг нее. Вот. Ну, вопрос не в этом. Вопрос в том, что я сейчас на расческе волосы с боковых зон подчесываю под ровную линию на затылочной зоне и попрошу клиента опустить чуть-чуть голову вперед, чтобы нижние слои тоже мне были доступны, потому что каре, как правило, сверху мы его подстригаем, все отлично, а именно снизу слои, они недоступны, пока не опустит клиент голову, либо пока мы сами туда снизу не подлезем. Но самый простой способ нижний слой проработать — это чтобы клиент опустил голову. В общем, видите, да, что я работаю сейчас на расческе и убираю именно вот те нижние слои, убираю нижние слои волос. На затылочной зоне мы уже проработали, а с височно-боковой зоны я уже иду на удлинение к этим ранее проработанным волосам. Стригу я это сейчас на руке, просто создаю себе уровень. Потом на расческе соединяю эти уже зоны. По вот этой технологии, которую я вам показываю, волосы мокрые, и мы работаем буквально без всяких там рядов, без очесываний, без заколок. Я как бы, знаете, не то чтобы я вот такая звезда, сейчас я вам показываю такую супертехнику, я в плане того, что есть варианты, когда это делается гораздо быстрее. То есть не нужно делить на ряды, нижний ряд простригать, потом верхний ряд по нижнему простригать. У меня очень хорошего качества ножницы. Они стригут без смещения волос в процессе стрижки. То есть это тоже играет свою определенную роль. То есть я уверена в своих ножницах, стригу я ими, видите, волосы у меня не смещаются. Какой уровень мне надо этими ножницами подстричь, такой уровень я и подстригаю. Если взять более такие дешевые, наверное, ножницы, там те же китайские ножницы, они так не стригут. Массу волос они не могут простричь, они съезжают, эти волосы. Так, говорю медленнее даже, чем работала. Смотрите, все практически я уже закончила, доработала. И мы создали каре на удлинение без градуировки, я всегда ее стригу, и без филировки. Кстати, и себя тоже стригу без градуировки и без филировки. Потому что после сушки волосы укладываются так, как нам надо. И мне этот эффект очень понравился, и я решила даже их не дорабатывать. Смотрите, это после сушки, без
расчесок, вообще без расчески, вот даже ни разу не расчесали, даже не досушили. Видно, что с одной стороны немножко мокрый волос. Вот, но это еще не все, мы дальше будем, конечно же, краситься. Мне вот такой, честно говоря, эффект нравится. И такого вида стрижка мне больше нравится, чем бы я ее потом бы профилировала. Потом я начинаю делать ей балаяж, потому что у нас сейчас задача, мы наигрались в белый цвет волоса и решили, что нам лучше белые убрать и вернуться к натуральному волосу своему. У нее свой натуральный 6, примерно 6,0, наверное, в этом районе. И естественно, чтобы вернуться к своему волосу, и причем, чтобы это было не скучно, не просто взяли и накрасили 6,0, а что-то повеселее было, мы решили, что балаяж в данном случае будет максимально идеально. Вот. Дальше, какую краску я взяла? Я взяла краску не 6,0, а 5,2,0 с 3% оксидом 1 к 1. Объясню почему. Пятерка, во-первых, потому что мы заходим на совершенно осветленные волосы, и шестерка будет слишком светло здесь лежать. То есть она быстро смоется, и опять получится вот такая достаточно грязная картина. Ну, шестерки как бы мы не получим. В общем, в итоге нам нужно делать на тон, на 2 темнее. Но мы решили на 1 тон, это у нас получается 5. Почему 2,0? 2,0 он очень хорошо ложится на осветленные волосы, потому что в нем содержится дополнительное количество цветного пигмента. Это как раз 2,0 для седых волос. Краска, которая заполняет недостающие, ну, для седых волос это пузырьки воздуха вместо меланина, а в осветленных волосах это осветленный меланин. То есть примерно, ну, почти, скажем так, не одна и та же, конечно, картина, но что-то похожее. В общем, 5,2,0 он лучше ложится на осветленные волосы. Поэтому 5,2,0 это совершенно оправданный выбор краски. Дальше крестообразным пробором я промазываю сначала все вот эти наши проборы, ограничители зон, для того, чтобы в дальнейшем было, конечно же, легче нам красить. Ну, в принципе, вот именно вот эта техника, которую я сейчас показываю, это очень универсальная техника. Именно такой техники придерживаются при окрашивании просто корней, при балаяжах. И это как бы универсально. В общем, берем небольшое количество краски на кисточку, промазываем вверх-вниз, вверх-вниз. Толщина ряда, которую я выделяю, она должна быть не более чем 1 сантиметр, чтобы краска могла максимально проникнуть внутрь. И чем ниже я иду, тем дольше, тем длиннее я растягиваю вот эту краску кисточкой. То есть, если обратите внимание, я прям уже и до середины растягиваю, потому что балаяж, он предполагает затемненную нижнюю часть, а верхние пряди, они должны быть немножко светлее. Ну и плюс растяжка, конечно же, растяжка, которую мы с ней потом будем делать. Прокрасили одну зону, и то же самое делаем в этой зоне. Краска у нас наносится горизонтально, то есть горизонтальный такой рисунок, никаких скосов здесь нет. Ну, о каком скосе пойдет речь, сейчас вы увидите, потому что переднюю зону мы будем немножко под диагональю красить. То есть у нас передняя зона должна быть немножко светлее, чем затылочная. И для этого мы же не можем намазать с резким переходом. Затылочная у нас затемненная, а передняя будет светлее. Нет, конечно, поэтому у нас в передней зоне будет диагональ. Так, что еще тут можно сказать? Что касается нанесения краски, вот реально надо это делать очень быстро, потому что балаяж это такое дело, ну как скажем, не то, что там особенность какая-то в нем есть, но при нанесении краски, мы же ведь работаем в разных зонах в разное время, то есть первая зона уже затемняется, тем более я имею в виду нанесение темной краски, первая зона уже реально затемнилась, мы даже это видим. А мы намазали только первую, вторую практически заканчиваем. У нас еще впереди 2 зоны, поэтому очень быстро, и не важно, что там вымазалась сама, у меня рука грязная, некогда даже ее вытирать, ничего страшного, потом вытремся. В общем, делается это очень-очень-очень быстро, тогда будет действительно хороший результат.
Прям не надо долго тянуть этот процесс. Нет, балаяж нет, нет. Тут все гораздо быстрее, быстрее, быстрее. Так и хочется сказать, быстрее, быстрее. Так, мы убираем волосы, которые у нас здесь находятся. И начинаем отделять. Смотрите, как я начинаю. То же самое, 1 сантиметр, но намазываю под диагональю. То есть я намазываю количество волос, вернее краски, а потом беру и боковой частью кисти или ставлю ее более под, да, под диагональ и кисточкой, именно основанием, я промазываю вертикалью кисти. И таким образом растягиваю длиннее эту растяжку, которая должна сойтись в боковой зоне с затылочной зоной. То есть вот намазываю, а потом поворачиваю кисточку и промазываю вертикально эту прядь. И получается, что чем ближе к лицу, тем я меньше промазываю эту часть волос. То есть у лица у меня волосы будут самые светлые. Вот, намазала, намазала, поворачиваю кисточку и боком промазываю растяжку. То есть немножко растягиваю на длину. Таким образом мы более плавно перейдем из затылочной зоны к передней зоне. И потом увидим, конечно же, этот плавный переход. Вообще, эта техника окрашивания, если честно, я ее больше всего уважаю, если хочется, там, например, клиенту выйти из осветленных волос в какой-то другой, ближе к своему. Почему? Потому что, смотрите, когда у нас осветленные волосы, и мы начинаем их окрашивать тон в тон, то есть вот как вот обычно, да, вот если бы они у нас не были не окрашены, не осветлены, то никогда практически не получается ровного тона. Никогда. Хоть как там не старайся, через пару-тройку смывок или помывок головы шампунем обычным, все равно будут какие-то пробелы. На чистом полотне, если мы наносим полностью краску на все волосы, это очень сильно заметно. То есть буквально хочется так и сказать: приходите, клиент, через неделю я вам там еще раз затонирую, потому что у вас там все равно будет немножко смываться. Ну, это, знаете, если человек, парикмахер, такой, ну, перфекционист. То есть, когда человек приходит после осветления и хочет тон в тон свои волосы перекрасить, то или в натуральный тон, то, естественно, я лично уже понимаю, чем это может закончиться. То есть он приходит через месяц, и я вижу эту картину, вообще там все вымылось, совершенно другой цвет. В общем, чтобы этого избегать, чтобы контраста вот этого не получалось, и клиенты постепенно потом к этому привыкают, желательно, конечно же, делать балаяж, затемнять именно у корней и мягко-мягко уходить в более светлую часть на концах. Поэтому вот мое такое твердое убеждение, что после осветления очень, так знаете, с опаской надо вводить человека в натуральный цвет, потому что все это не так легко, между прочим, как может показаться на первый взгляд, особенно новичкам. А про клиентов я вообще молчу. Они приходят, когда и говорят: ой, мне, пожалуйста, вот это побыстрее можно сделать, вообще покрасить меня вот в мой натуральный цвет волос. Типа, ничего такого я у вас не прошу, просто покрасьте меня в натуральный цвет. И мастер, который не знает вот этих последствий, он, конечно, о, слава богу, не осветление, сейчас я буду окрашивание в свой натуральный, что уж может быть легче. На самом деле нет, не так все просто. Вернуть волос в свой натуральный цвет примерно так же сложно, как и осветлить очень темные волосы. Да, так оно и есть. Ладно, не буду вас загружать этим моментом. Если будут вопросы, задавайте, конечно, отвечу. Или там ролик еще какой-нибудь сниму. В общем, что я делаю? Я сейчас докрашиваю корни. И у меня буквально ушло на это на самом деле, ну, минут, наверное, 15. Я вот докрасила. Сейчас я волосы эти возвращаю на место, так скажем. И дальше моя задача это сделать балаяж, растяжку. Растяжку я буду делать специальной расческой вот такого плана, в которой есть разного размера зубчики.
Эта расческа, она идет действительно специально для балаяжа, для растяжек. Но если у вас такой расчески нет, и я практически уверена, что не каждый может себе такую расческу просто найти. Позволить-то мы можем все себе, просто найти надо как-то. Вот. Кому будет интересовать, где я ее взяла, я потом... Задавайте вопросы, я вам могу скинуть эту ссылку, где я ее взяла. Значит, что я делаю этой расческой? Сначала частыми зубчиками я расчесываю основную массу краски волос по волосам. И, в общем, мне нужно расчесать, максимально растянуть краску. Сначала мы тянем большие участки, потом все меньше и меньше и меньше, чтобы получился такой дымчатый переход. Вообще сама вот эта процедура, это самая долгая процедура именно в балаяже. Нанести краску это одно, но вот здесь еще нужно минут 10, наверное, уходит на это. Расчесывать, растягивать, растягивать и растягивать эту краску нужно. Вот, на затылке мы это сделали, и я буду периодически менять сейчас зубчики. После того, как я растяну эту краску, вы увидите, что она растягивается, конечно, может быть, не самым лучшим способом, никто не спорит. То есть это будет казаться, что это такое, она не тянется. Нет, это нужно постоянно расчесывать, расчесывать, расчесывать. И, в общем, в итоге мы увидим уже, видите, краска уже начинает заполнять вот эти белые волосы. На первый взгляд может показаться, что вообще ничего не происходит. А нет, происходит еще как. Она начинает окрашивать. И самое интересное, что при такой растяжке, именно вот такого плана расческой, но если даже у вас такой расчески нет, а вы хотите это сделать, вы можете сделать это разными расческами. Вот, например, есть у вас редкая расческа, есть средняя, есть более частая. Вот и возьмите, поэкспериментируйте. Сначала можете взять редкую расческу, посмотреть, до каких пор она растягивает, потом среднюю расческу, также можно посмотреть, что у вас получается, потом частой расческой в конце пройтись, и, в общем-то, вы уже будете понимать, какая расческа вам больше нравится, какая расческа делает более дымчатый плавный переход и так далее. Вот, ну, смотрите, смысл балаяж заключается в чем? Вот я сейчас максимально растягиваю эту краску, насколько вообще позволяет ее количество растянуться на вот этих пористых волосах. Пористые волосы, осветленные, не так легко по ним можно это все растянуть, но тем не менее стараться нужно. Вот, затем я просто хочу объяснить дальнейшие шаги, потому что там очень быстро все у нас получилось, и времени даже не будет, наверное, объяснить. В общем, я сейчас, видите, максимально диагонально с центральной, с передней части выхожу в затылочную, то есть мы видим, что небольшая диагональ уже присутствует, то есть не ровная полоска, прям вот как отрезали, а именно по диагонали. Дальше, когда я уже вот это все растянула, мы пошли и намочили волосы, чтобы можно было еще больше растянуть, потому что дальше уже ничего не растягивается. Видим, что краски не хватает, и даже если бы нам ее хватало, она нам не нужна в таком сейчас виде, слишком насыщенная, так скажем. Нам нужно намочить обязательно волосы, потом на мокрые вот эти волосы мы растягиваем остатки краски, краска теряет свою насыщенность, и 3% оксида она выходит ну, в полтора, не знаю, ну, в общем, она становится не такой насыщенной. 5,2,0 плюс разбавленный 3% оксид дают ненасыщенный цвет. И в итоге вот мы как раз вернулись, то, что мы намочили волос, то есть без фанатизма волос немного смочить и дальше растянуть по вот этому мокрому волосу. Вот эту краску уже, она не так сложно растягивается, и видим, что вроде бы как какой-то однотонный цвет получается, на самом деле нет, это не однотонный цвет. Потом мы когда смоем красочку, мы увидим плавный переход с эффектом даже, скажем, мелирования. Но мне кажется, и так видно, что плавный переход будет обязательно от темных волос к светлым волосам.
В общем, да, немножко кропотливая может быть работа, но я лично, например, очень люблю. Я вот даже прям вот кайфую, когда краска начинает растягиваться, я вижу, как она окрашивает волосы. Думаю: ой, господи, какая красота сейчас получится. Ой, вообще, люблю, в общем, это дело. И мы сейчас пойдем. Да, кстати, сидеть долго вот с этой тонировкой нельзя, потому что иначе мы просто перетонируем. И что у нас в итоге получилось? Я вам сейчас тоже без укладки. Все это просто вот посушили без, вообще без единой расчески. Мне кажется, я говорю: иди посуши уже как-нибудь сама, ты же все равно будешь сама сушиться. Я тебя не буду укладывать. Вот она посушилась без расчески, что получилось. Но я сейчас на улицу выйду, сниму, вам покажу, какой на самом деле получился цвет, потому что здесь цвет, конечно, не передается в комнате. Сейчас мы выйдем в кабинете, вернее, сейчас мы выйдем на улицу. Вот получилось какое окрашивание. Ну, чем нам не AirTouch, чем нам не какое-либо мелирование? Боже, я на это потратила максимум 1,5 часа. Это потолок. Поэтому вообще не представляю себе другой способ, чтобы я вообще сейчас с фольгой тут заморачивалась, еще что-то там такое делала. Нет. В общем, получилось очень круто, я считаю, очень классно. Самое главное, быстро. Клиент наш в восторге был. Пищал от радости: наконец-то мои практические волосы, ура! Как же мне надоел этот белый цвет. Но я с ней согласна, он ей не особо шел, поэтому... В общем, мы максимально вытянули, чтобы он ей максимально надоел, чтобы больше не просить у меня окрашивание в белый цвет. Ну, вообще-то я добрая мама, дала дочечке походить блондинкой, и мы поняли, что это нам не идет. Так, к чему я это все говорю? Я вам хочу сказать, дорогие друзья, что существуют техники, которые гораздо быстрее, гораздо проще, и они более рабочие, чем долгоиграющие техники. То есть то же самое можно сделать, заморочившись на целый день или на часа на 3, на 4. Хотя другие варианты окрашивания я полностью не отрицаю. Какие-то долгоиграющие техники, да, у них есть какие-то свои особенности, но именно понять, на какую длину волос, на какие волосы вообще надо делать ту или иную процедуру, тот или иной вид окрашивания или осветления, для этого нужно их несколько раз поделать, и тогда будут уже действительно точные выводы, как я в свое время давным-давно сделала для себя, что для коротких волос или для вот такой длины волос, или может быть немножко даже чуть длиннее, балаяж — это идеальное, абсолютно идеальное окрашивание. А про долгоиграющие техники я должна наверняка снять ролики, всему свое время, я обязательно это сделаю, где я опишу и расскажу, наверное, поподробнее, в каких случаях какие техники надо делать, и в каких случаях надо бы избегать их и делать более быстрые техники окрашивания. Ну, в общем, я думаю, что достаточно много уже наговорила. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, и я рада быть полезной. С вами была Ева Лорман, и до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу. Подпишись же, блин, прошу! Колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.